Ребенок мое будущее. Это безумие, Майк. Ты мое Нет, я будущее. не позволю тебе на все наплевать. Не сумевший реализовать свой потенциал. Разумеется, в прошлом. А где же еще? Готов поспорить, тебе охота начать все сначала. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Папе снова 17» 2009 года «Seventeen Again» – комедия режиссера Бера Стирса, снявшего сериалы «Большая любовь» 2006 года, «Секс в другом городе» 2004 года, с Мэтью Перри и Заком Эфроном о том, что молодость бывает дважды. Комедия «Папе снова 17» о том, как взрослый мужчина Мэтью Перри стал 17-летним Заком Эфроном и снова пошел в школу, удивляет неожиданным взглядом на чувство юмора. Потому что только тебя я хочу видеть рядом, при штурме неприступных стен Эльфийского замка. Разграбь мои территории. Я возьму свой лук. Сюжет комедии «Папе снова 17» не оригинален. Фильмов, где герой меняет физический возраст, сохраняя возраст психологический, мы видели уже немало. «Большой» 1988 года и «С 13 в 30» 2004 года. Тем не менее, режиссеру Бару Стирзу удалось снять очень неплохую картину, которая с интересом смотрится от начала до самого конца. Комедия с элементами драмы «Папе снова 17» одна из лучших в своем жанре, что подтверждают ее награды. Премия канала MTV и премия Жорж, обе за 2010 год. Легкий непринужденный фильм пронизан глубокой мыслью, которой когда-то задавался каждый из нас. А что, если бы все можно было вернуть назад? Я не выгляжу как законченный лох. Переодеваться. Ну да. Да, ты сверкаешь как елка. Потому что это стразы. Фильм «Папе снова 17», актеры и роли. Зак Эфрон, Майк О'Доннелл, 17 лет. Мэтью Перри, Майк О'Доннелл, 37 лет. Элисон Миллер, молодая Скарлетт, девушка Майка. Лесли Манн, Скарлетт О'Доннелл, жена Майка. Томас Леннон, Нед Голд, лучший друг Майка. Мишель Трахтенберг, Мэгги О'Доннелл, дочь Майка. Стерлинг Найт, Алекс О'Доннелл, сын Майка. Хантер Пэриш, Стэн, капитан баскетбольной команды. Мэлора Хардин, Джейн Мастерсон, директор школы. Брайан Дойл, Мюррей, школьный уборщик. Джим Гэффиган, тренер Мёрфи. И третья причина. У Стэна крохотный член. Не ушибись, здоровячок. Сюжет фильма «Папе снова 17» похож на «Большой» 1988 года и «С 13 в 30» 2004 года, но только в обратном направлении, в котором взрослый превращается обратно в подростка, а не наоборот. Мэтью Перри вспоминал: «Бар Стирс решил, что лучше будет, чтобы мы с Заком Эфроном репетировали вместе, читали реплики друг друга. Я думаю, это была отличная идея. Мне кажется, если бы не это, фильм бы много потерял». Чтобы зрителям легче было поверить в омоложение героя, Эфрон старался повторять и обыгрывать мимику и жесты взрослого Майка в исполнении Мэтью Перри. К концу съемок «Папе снова 17» у Зака Эфрона случился аппендицит. Поначалу Томас Леннон уверил его, что это просто небольшое недомогание, но по окончании съемок Эфрон обратился к врачам, и его сразу же отправили на операцию. Обалдеть! Ты так похож на моего мужа. Нет, правда. Бывшего мужа. До того странно. Очень странно. Как же это так? Конечно, Очень славно. Визуальные эффекты не использовались, когда Зак Эфрон демонстрировал баскетбольные трюки во время сцены в школьной столовой. Он действительно выполнял их самостоятельно. Лесли Манн всего на 13 лет старше Мишель Трахтенберг, которая играет ее дочь в фильме «Папе снова 17». В фильме широко упоминается «Властелин колец». Фильмы 3 книг «Властелина колец» были сняты компанией New Line Cinema, которая также сняла этот фильм. «Папе снова 17» является ремейком телефильма «Снова молодой» Disneyland Young Again 1986 года с очень молодым Киану Ривзом в одной из его самых ранних ролей. В конце фильма, во время финальных титров, мы можем увидеть фотографии актеров и членов съемочной группы «Папе снова 17» в возрасте 17 лет. Я даже не мог себе представить, что все выйдет Тихо, из-под тихо, контроля. приятель. Теперь ты извини. Я это заслужил. Ты в порядке? Да. Мне очень жаль. 3 и квиты. Сам-то как? В норме? На. Фильм «Папе снова 17». Сюжет. Майку О'Доннеллу, Мэтью Перри, 37. Окажется, что жизнь состоит из одних неудач. На работе повышение получают другие. Жена Скарлетт, Лесли Манн, подала на развод. Собственные дети, Мэгги, Мишель Трахтенберг и Алекс Стерлинг Найт, не желают даже поговорить с отцом. Жить приходится у школьного друга Неда, Томас Леннон, который был недотепой в школе, а теперь стал преуспевающим программистом. И вдруг происходит чудо. После странного инцидента Майк обнаруживает себя 17-летним.
С трудом убедив друга Неда, что молодой паренек, Зак Эфрон, это он, Майк О'Доннелл решает поменять свою жизнь и помочь своим детям. Для этого он уговаривает Неда устроить его в школу, где когда-то учились они сами, а теперь учатся дети Майка, и начинает действовать по-другому. Я этого не хочу. Но, наверное, во имя любви я должен тебя отпустить. «Папе снова 17» 2009 года, на первый взгляд, консервативная романтическая комедия, в том смысле, что все эти гэги и шутки мы уже видели много раз. Вот красавчик приезжает в школу на дорогущем спорткаре, вот он устраивает отвратительную вечеринку в доме своего друга, вот на эту вечеринку заходит строгая госпожа директор. Вот только тонкий оттенок перверсии сообщает фильму совершенно удивительную интонацию. Бурный роман двух фэнтези-фриков с накладными ушами – самая невинная штука. Речь Эфрона в защиту полового воздержания до свадьбы, после которой все девушки класса бросают бесплатные презервативы и записываются в Лигу воздержания, тоже. «Папе снова 17» – та самая молодежная комедия, которую хочется время от времени пересмотреть. И вроде во многом она сделана по стандартам лекалам, но есть некие отличия, которые делают ее хорошей. Если вы не уважаете сами себя, как вы думаете, вас будут уважать другие? Ну, не уважай меня. Лучше не уважай меня. Если желаешь, забудь мое имя. Вот такое заявление подходит только для шлюхи. Да, это проблема других отцов. Сценарий Seventeen Again 2009 года хоть и полон штампов, но они милые и неплохо обыграны. Юмор практически не пошлый, местами очень даже забавный, за что спасибо сценаристам. Из плюсов «Папе снова 17» стоит отметить теплую семейную атмосферу, простой, но жизненный посыл, что семья главнее всего и любовь все победит. Также хорошо общее звучание фильма, актерская игра, плюс несколько сентенций о разумной половой жизни и позиционировании себя хорошим человеком. Зрелищность повествования достигается за счет его динамичности, плюс удачно сбалансированы грустные и веселые моменты, удачно дополняющие и наполняющие историю содержанием, когда папе снова 17. У меня для тебя небольшой подарок в честь первого дня на новой работе. Не думай о том, сколько стоит. Не очень много. Друг, ты купил мне свисток? Не подведи. Большой игры.